Зеленоградск, он же Кранц, имевший статус королевского курорта, поистине жемчужина русской Прибалтики. Знакомство с городом следует начать с посещения полюбившейся не только местным жителям, но и туристам королевской пекарни. Несмотря на изысканность авторских рецептов выпечки, здесь достаточно экономичные цены. Так что не отведать всеми нахваленных слоек с корицей или изюмом означает не до конца побывать в Калининградской области. Так, что здесь есть? Американское печенье, штрудели, кранчи, французские круассаны, слойки, сочники, эклеры, пирожные, чизкейки, торты, пироги, сэндвичи, бутерброды. Просто космический выбор. Мы определились с выбором, запасаемся калориями перед предстоящей прогулкой. Вот мы уже перекусили, вышли на улицу, здесь находится обычный рыночек. Мы отправляемся к курортному проспекту. Первая достопримечательность на пути — это сквер Королевы Луизы. В тени деревьев можно отдохнуть на скамеечках, а наш путь лежит направо. Мы видим почтамп. Историческое здание было возведено в Кранце в неоготическом стиле в начале 20 века. В нем была почта, телеграф, служебная квартира почмейстера. На фасаде укреплен герб Восточной Пруссии. До сих пор здание используется по своему первоначальному назначению. Здесь берет начало курортный проспект. Новые городские часы появились на проспекте после реконструкции, так как старые пришлось демонтировать. После укладки плитки их механизм пришел в негодность. Большая часть зданий представляет собой памятники истории и архитектуры. На первых этажах есть сувениры, кафе, торговые лавки. Для многих Зеленоградск ассоциируется с котами. Для них посвящено немало памятников, граффити и скульптур. В центре проспекта разместилась гостиница «Курхаус Кранц», ранее «Гроссес Ложер» и «Новый Курхаус». В XIX веке этот отель был одним из самых респектабельных заведений Восточной Пруссии. Здесь в основном отдыхали знаменитости, известные люди, политики. После масштабной реконструкции в 2009 году он снова открыл свои двери для туристов и гостей города. А ресторан порадует своими изысканными блюдами. Кошки и коты повсюду встречаются на стенах домов, а в сувенирных лавках можно найти много их фигурок. Еще один милый кот уютно разместился на чемодане скульптуры курортницы. Девушка-туристка шагает по проспекту, делая селфи на фоне города. В 2012 году в водонапорной башне открылась арт-коллекция кошек Мурариум. Водонапорная башня высотой почти 40 метров была построена в 1905 году в городе Кранце. Архитектурный стиль постройки — историческая эклектика. Мистические обитатели представлены в экспозиции музея в более 4500 предметах интерьера. Здесь есть и египетские кошки с тысячелетней историей, и деревянные полинезийские статуэтки, а также японские коты-талисманы. На лифте можно подняться на смотровую площадку и посетить музей кошек. Домик ангелов — частная арт-коллекция, в которой представлены более 1500 экспонатов. Ветхие здания еще можно встретить на улицах Зеленоградска, и соседствуют они с современными строениями. Что же вкусного можно найти в загадочных лавках, мы решили поискать. На террасах можно отведать ароматный кофе, а в знойную жару попробовать домашнее вкуснейшее мороженое джелато. Или сладости в магазине мармелада Сладенбург. Настоящий детский рай. Мы увидели архитектурный облик Кранца, который в 1844 году получил статус королевского курорта. А теперь давайте переместимся на променад, посмотрим набережную и море.
Потрясающая, просторная по своей красоте набережная заслуживает особых слов восхищения. Атмосфера фантастическая, любоваться Балтийским побережьем. Пешеходная улица не бывает пустой ни летом, ни зимой. Как мы уже говорили в других видео, погода в Калининградской области очень переменчива. Так что не забывайте взять зонтик. Прогуливаясь по набережной, следует обязательно заглянуть в бювет, который был назван в честь королевы Луизы из Пруссии. Целебный источник минеральной воды находится на глубине 240 метров. Бювет был открыт местным меценатом в 2006 году. Уникальность этой воды в том, что она добывается из места рождения, которому более 160 миллионов лет. Рядом стоит здание бывшей администрации курорта. Сюда должен был прийти и зарегистрироваться каждый отдыхающий. Здание было построено в стиле модерн в начале 20 века. На променаде можно взять в прокат скутеры и самокаты, а мы продолжаем нашу прогулку, проходим мимо кафе «Облака». Обустройство набережной выполнено на отлично, здесь можно отдохнуть как детям, так и взрослым, имеются места отдыха, большое количество кафе и заведений с разнообразными кухнями. В отличие от Светлогорска, здесь нет крутых подъемов и спусков. А еще на Балтийском побережье встречаются тюлени. В 2012 году здесь жил детеныш тюленя. Жители называли его Рюриком, а когда он повзрослел, он уплыл. В его честь в 2013 году был возведен этот памятник. А мы направляемся посмотреть другую сторону набережной. Еще раз проходим мимо бювета королевы Луизы. Центральное место на променаде занимает площадь Роза ветров. Во время подготовки реконструкции здесь обнаружили лабиринты довоенных времен. Не исключается, что под землей выкапывались погреба для хранения рыбы. Сеть коридоров, возможно, окажется гораздо обширнее, и тогда существует настоящий подземный кранц. В 30-х годах на этой площади был рынок. Здесь торговали свежей рыбой. Желающие могут сыграть в уличные шахматы. На площади часто проводятся разные мероприятия и концерты. Скульптура русалки установлена в дар городу от отеля «Самбия». Представляет собой двух девушек, которые сидят на утесе с раковинами в руках. А вот мы проходим, собственно, и сам отель «Самбия». В отеле находится ресторан с панорамным видом на Балтийское побережье. Можно отведать блюда европейской и русской кухонь. После реставрации отель также стал гармонично вписываться в культурный облик набережной. В небе парят чайки, а туристы их с удовольствием подкармливают. Мы подошли уже почти к концу набережной. Здесь завершается с восточной стороны линия пляжа, которая называется Сковородка. Городской пляж заходит за береговую линию, образуя большую песчаную площадку, которая постепенно переходит в дикие пляжи Куршской косы. На границе пляжа расположен известный ресторан «Амбар», а также старинное отреставрированное здание лодочной станции XIX века. Сейчас это гостевой дом «Золотые пески». Пройдя вверх на северо-восток, начинаются просторные пляжи Куршской косы, которые тянутся 100 километров вдоль берега Балтийского моря на территории Калининградской области и Литвы. Прямо за пляжем деревянная детская площадка постепенно переходит в городской ландшафтный природный парк. Тенистые аллеи ведут к водоему в центре парка. Ранее это был парк Плантажи, открытый в Кранце в конце XIX века. Пруд состоит из Большого Северного и Малого Южного прудов, которые разделяют горбатый мост, имеющий название «Мост вздохов». Раньше пруд назывался Аистовым
В центре малого пруда стояла скульптура аиста. А с южной стороны большого пруда растет императорский дуб. Его посадили в 1872 году. Тарлитин пруд расположен в центре городского парка. Это место тихое, очень красивое. Атмосфера располагает к уединению с природой. В центре озера находится небольшой фонтан. С левой стороны расположен ресторан. Установлены разнообразные мосты, на которых можно любоваться видом или половить рыбу. В 1975 году здесь снимали знаменитый фильм «Приключения Буратино». Местные считают, что черепаха Тортила живет здесь по сей день. И вот наступил вечер, мы проголодались и хотим заглянуть в популярное заведение «Сковородка». Здесь мы отведаем кёнигсбергские клопсы. Особую популярность они приобрели в Восточной Пруссии. Это мясное блюдо немецкой кухни, состоящее из тефтели, политых каперсовым соусом. Обычно подается с картофелем. Фрикадельки обычно готовят из телячьего или говяжьего фарша. И по традиционному рецепту они должны пропитаться в соусе. Это фирменное блюдо следует обязательно попробовать. Вечерний Зеленоградск не менее красив, он подсвечивается огнями. Наш выпуск подходит к концу. В следующем выпуске мы будем смотреть совсем другой город, в другом месте и на другом море. А какой именно, предлагаем вам угадать в комментариях. Первый победитель получит небольшой подарок от нас. Для развития нашего канала очень важна обратная связь от вас, поэтому просим вас оставить отзыв, поставить лайк, написать комментарий и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить другие выпуски. И мы не прощаемся.